Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 21 января. Сегодня у нас с вами воскресенье. Друзья, сегодня на протяжении всего этого волшебного и магического дня обязательно говорите одну фразу целый день. Она вам поможет не только сонастроиться с созидательными энергиями этого дня, а также поможет прожить легко следующую неделю. Давайте с вами разбираться, а что же нас с вами ожидает сегодня в этот чудесный и прекрасный день. Итак, друзья, сегодня у нас с вами 21 января, воскресенье. Обращаем ваше внимание, что сегодня 10 и 11 лунные сутки. Растущая луна в знаке зодиака Близнецы. Друзья, а что же сам по себе этот день обещает? А день обещает сегодня у нас с вами интересные события и перемены. Помните о том, что растущая луна очень сильно будет влиять на каждого человека. Но в то же время, ввиду того, что растущая луна, и она влияет на каждого человека, некоторые люди будут сегодня не уверены в себе, не уверены в своих силах, и это будет проявляться в каком-то напряжении, в какой-то депрессии. У кого-то сегодня может быть такое, знаете, ощущение усталости, эмоциональной несбалансированности. Поэтому, если вы так чувствуете себя, вот что-то в негативном формате, или вам сложно, или вам что-то тяжело, тогда лучше сегодня уделите внимание отдыху, не переусердствуйте. Работа в лес, как говорится, не убежит, всему свое время. Кроме того, Вселенная сегодня может вам давать определенные вызовы, которые будут требовать от вас особой осторожности и внимания. Кроме того, к сожалению, ввиду того, что у нас Луна с вами в знаке зодиака Близнецы, сегодня могут возникать и конфликты, какие-то непредвиденные обстоятельства, поэтому нужно быть готовым к возможным сложностям. Но это не будет что-то такое сверхъестественное или очень сложное. Кроме того, избегайте сегодня рискованных мероприятий, действий. Если и планируете принимать какие-то решения, они ни в коем случае не должны быть спонтанными. Также будьте внимательны и тактичны с другими людьми. При этом вне зависимости, это находятся люди с вашего окружения или это друзья, знакомые, коллеги и так далее. Потому что вы, если сегодня будете где-то неправильно общаться, это может вызвать какие-то недоразумения и конфликты, а также какое-то недопонимание. Поэтому старайтесь быть сегодня ясным в разговорах, понятным, для того, чтобы избежать ненужных разногласий. Также обращаем ваше внимание, что сегодня Луна дает нам возможности для развития и роста, поэтому избавляйтесь сегодня от ненужных и отрицательных энергий, а также уделите внимание незавершенным делам, тем делам, которых вы оставили на когда-то потом. Обращаем ваше внимание, что сегодняшний день он особенный, и Луна находится у нас с вами в знаке зодиака Близнецы. При этом дает свою какую-то, знаете, вот изюминку, свою такую утонченную энергию. И вы знаете, благодаря тому, что Луна в знаке зодиака Близнецы, а вы знаете, что Близнецы это у нас с вами коммуникация, это идеи, это познание в различных сферах жизни. Поэтому, если что-то у вас в этой сфере сегодня открываются глаза, то ни в коем случае не игнорируйте этого, потому что это подсказки, которые вам очень важны. Луна сегодня у нас с вами будет на протяжении всего дня в 10 и 11 лунных сутках. Обращаем ваше внимание, что на нас будет очень благоприятно влиять, тем самым мы будем чувствовать силу, энергию и легко будем достигать тех целей, которые мы поставили на этот день. Кроме того, сегодня хорошо заниматься какими-то делами, которые вам будут интересны.
которые вас будут мотивировать на что-то более большее. Думайте о том, как осуществить какие-то, возможно, проекты. И не забывайте, что принимать важные решения сегодня можно только в том случае, если они взвешены, а не спонтанные. Кроме того, у некоторых людей сегодня могут возникать преграды, и вам нужно в первую очередь сегодня преодолеть свои собственные ограничения. Не стоит себя ограничивать в чем-то и думать о том, что у вас это не получится или вы это не сможете. Пока вы в голове держите, что вы не способны, что у вас это не получится, то таким образом, к сожалению, да, так и будет происходить. Обращаем на это ваше особое внимание. Кроме того, у некоторых людей сегодня будет достаточно удачный день для того, чтобы решать новые задачи и, соответственно, достигать успеха. Кроме того, как мы уже сказали ранее, Луна в знаке зодиака Близнецы, и она будет стимулировать нашу коммуникабельность, делая нашу речь намного убедительной и умелой, что поможет нам налаживать новые контакты и общаться достаточно эффективно с окружающими людьми. Поэтому в целом день сегодня такой, знаете, полным потенциала и возможностей. Что же касательно здоровья, то обращаем ваше внимание, что сегодня обязательно нужно обращать внимание на состояние своего организма. И если вы что-то чувствуете, что ваш организм, ваше тело дает о себе как-то знать, то, конечно же, в ближайшее время все-таки обратитесь к врачу. Но в то же время сегодня хорошо заниматься прогулками на свежем воздухе, потому что именно вот такая практика с воздухом, с природой принесет ощутимую пользу для вашего здоровья. Кроме того, сегодня хорошо заниматься растяжкой и упражнениями на гибкость. Для чего? Чтобы избежать мышечных напряжений и укрепить свою физическую форму. Кроме того, уделяйте сегодня особое внимание своему психическому состоянию. Почему? Потому что близнецы – это знак нервной системы, мышления, поэтому, кстати, занимайтесь сегодня умственной деятельностью. Например, очень хорошо решать сегодня головоломки или, как вариант, займитесь чтением какой-то интересной для вас литературы. И вот такие активные действия помогут вашему мозгу оставаться острым и улучшать ваше когнитивное функционирование. Кроме того, быть нужно сегодня внимательным к своему организму и не перегружать себя физической и умственной активностью. Следите за своими ощущениями и в случае усталости, раздражительности постарайтесь найти время и для отдыха, и расслабления. Что же касательно денег, то, вы знаете, сегодня достаточно удачный день для финансовых дел, вложений. Да, сегодня выходной день, но у Луны, у гороскопов нет такого понятия выходной или рабочий день. Поэтому сегодняшний день символизирует вот именно Луна в знаке зодиака Близнецы и 10-11 лунные сутки. Они символизируют рост и развитие материальных возможностей. И, вы знаете, вот именно то, что Луна находится в знаке зодиака Близнецы, это дает нам такой, знаете, дополнительный импульс активности и коммуникации в сфере финансов. Кроме того, Близнецы – это тот знак, который обладает непосредственностью и сообразительностью, а это может быть полезным для решения тех или иных финансовых вопросов. Также сегодня хорошо день для проведения переговоров, для заключения контрактов, сделок, но готовы использовать сегодня коммуникативные свои навыки для того, чтобы создать благоприятные условия для достижения финансового успеха. Обращаем ваше внимание, что сегодня именно в первую очередь именно коммуникация, общение. Поэтому, если у вас сегодня какие-то встречи, дела, то большая просьба проработать все эти моменты, чтобы потом не было каких-то нюансов. Также обращаем ваше внимание, что сегодняшний день хорошо подходит для малого и среднего бизнеса, поэтому если вы сегодня в торговле, в сфере услуг, продумайте о том, как вы можете найти новые источники дохода, например, или как вам еще можно развить текущий ваш бизнес-проект. Но очень важно, чтобы сегодня вы
находились в балансе, при этом не только в своей гармонии, но и если у вас есть бизнес или какое-то дело. Конечно же, старайтесь сегодня разумно распоряжаться своими деньгами для того, чтобы избегать каких-то возможных потерь или излишних рисков. Кроме того, сегодня хорошо планировать будущие свои финансовые расходы, также уделяйте внимание целям и стратегии. Также очень важно, если вы занимаетесь где-то торговлей, то хорошо сегодня изучать рынок, анализировать тенденции и стараться научиться прогнозировать развитие ситуации в той сфере, где вы работаете или развиваетесь. Теперь давайте уделим внимание карте Таро на 21 января. Что же нам карты сегодня говорят и какие тайны хотят раскрыть именно нам? Итак, первая карта, которая выпала на этот день, друзья, является магом. Маг. И эта карта говорит нам о начале нового цикла, о новых возможностях и о потенциале, который лежит перед нами. Благо сегодня воскресенье, а значит мы с вами, друзья, и действительно планируем на целую неделю. Поэтому мы с вами получаем сегодня силу, возможность преобразить нашу жизнь в соответствии с нашими желаниями, с нашими стремлениями. И вообще маг символизирует нашу внутреннюю силу, нашу мощь, которые могут быть направлены на достижение ваших целей. Следующая карта, которая выпала на этот день, 21 января, друзья, это карта Император, которая символизирует нам власть, стабильность и приносит возможность установить ясность и порядок в нашей жизни. Также эта карта призывает нас использовать наши знания, авторитет, чтобы установить вот фундамент, построить структуру, которая позволит нам двигаться дальше, процветать и нести только позитив в нашу жизнь. И последняя карта, которая выпала на этот день, это Луна. А Луна, что, друзья, это у нас с вами тайны, какая-то неопределенность. Именно эта карта Луны указывает на то, что в будущем, вот в ближайшем будущем могут быть какие-то скрытые опасности, скрытые препятствия, которые нам нужно с вами будет преодолеть. И Луна призывает нас доверять интуиции, внутренней мудрости, чтобы преодолеть сомнения и неуверенность. В то же время эта карта говорит нам о том, что всегда есть свет в конце тоннеля, и разгадка тайны может привести к новому пониманию и просветлению, а также пониманию той или иной ситуации. Теперь давайте посмотрим, что же нам говорит Архангел Михаил, какой хочет дать совет на этот день, 21 января. Первое, что Архангел Михаил хочет сказать, это то, что мы должны верить в свои возможности. Каждый из нас обладает внутренними ресурсами, которые могут помочь нам преодолеть любые трудности, с которыми мы сталкиваемся в жизни. Но не позволяйте сомнениям или страху ограничивать нас. Откройте свое сердце для возможностей и обязательно шагайте только вперед. Второй совет, который дает нам сегодня Архангел Михаил, это то, что нам нужно быть смелыми и решительными, потому что время перемен может прийти и со временем испытаний. И именно в такие моменты мы должны проявлять и настойчивость, и решительность в достижении наших целей. Поэтому не позволяйте себе останавливаться перед преградами. И возможности ждут тех, и перемены, кто готов смело идти вперед, даже в самых трудных моментах. Ну и третий совет, который нам дает сегодня Архангел Михаил, это то, чтобы мы помнили о важности любви и сострадания. Поэтому позвольте своему сердцу сегодня быть открытыми для людей, которые находятся возле вас, которые любят вас, которые готовы вас поддержать в самую трудную минуту. Кроме того, сегодня некоторых людей могут испытывать трудности, и ваша любовь и доброта может стать лекарством для их ран. Помните, что предлагать свою руку помощи – это настоящее величие. Друзья, и как мы сказали в начале видео, сегодня есть слова, которые нужно говорить на протяжении всего дня. Эти слова вы можете произносить, например, если у вас что-то плохое, и вы мечтаете о том, что в вашей жизни это
произошло только в лучшую сторону. О негативе все ни в коем случае нельзя думать. Итак, эти слова звучат, друзья, следующим образом. Ангел-хранитель мой, на исполнение желания благослови, задуманное осуществить помоги. Именно эта фраза действительно поможет вам в этот день и на протяжении всей недели. Вот такой, друзья, у нас с вами день 21 января по лунному календарю. Мы надеемся, друзья, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Обязательно в комментариях напишите: ангел-хранитель мой, на исполнение желания благослови, задуманное осуществить помоги. Друзья, кто спрашивал, как вы можете нам помочь, финансово поддержать нашу команду, донатить, друзья, ссылка в описании будет к этому видео. Обязательно переходите по ссылке, и любая сумма, которую вы считаете нужным, нам будет приятно. Ну а прямо сейчас, друзья, на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.